Первым для посещения для нас стал каньон Чертовы ворота. Карта привела нас к чьим-то частным владениям, хозяин которых любезно согласился пропустить нас. Тем более, что у него намечалась какая-то молодежная вечерина, и на территории активно велась подготовка к ней. Точнее, активно велась она вчера, а сейчас же было раннее утро, и ребята мирно спали в палатках. Мы старались не шуметь и тихо прошмыгнули мимо и отправились дальше по лесной тропинке. Тропу, по которой мы идем, окружает буйная растительность. И вокруг везде деревья с мохнатыми стволами. Гроздья мха с их ветвей свисают как длинные бороды, делая их похожими на участников группы ZZ Top. Судя по всему, это и есть тот самый древний колхидский лес, который сохранился с доледникового периода. Мне он очень напоминает нашу тайгу юго-приморского края летом. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Completely approved. Been waiting for you. Сверху открывается неплохой вид на каньон. Как и многие каньоны Сочи, он является не геологическим разломом, а результатом упорной работы реки, которая за миллионы лет пропилила себе русло в пластах известняка. Чтобы в полной мере оценить его красоту, надо спуститься вниз. Вода в каньоне оказалась очень чистой, прозрачной, при этом довольно теплой. Лишь когда мы проходили от входа у левого берега, то чувствовалась разница в температуре, потому что там со дна били холодные ключи. Глубина оказалась небольшой, поэтому перед съемкой не пришлось переодеваться в купальные костюмы. Что, за фотиком иду? Ну не надо закатать будет штанину. В море течет вода. Это ж речка в море. Ну, скорее всего, там, где каньон расширится, и река станет мелкая, чтобы идти на Сапах. Он же не длинный каньон этот. Путь к Новолищенскому ущелью ведет от поселка Красная Воля. Маршрут сюда отмечен указателем с надписью «Белые скалы». На самом же деле Белые скалы – это лишь одна из достопримечательностей каньона. И можно сказать его визитная карточка, поскольку они первыми встречают туристов. Идите сюда, я вам кое-что покажу. Мама, нет, это пещера настоящая. Да. Давай посветим, да посмотрим. Здесь-ка, Угу. там реально вниз какой-то завал пошел. Куча дыр. Слушай, камень, знаешь, похож на известняк. Да, ты загляни сюда, вон он весь белый. Прям вылитый мел, да? Мне кажется, это известняк.
рисует? Нифига не известно. Ну-ка. Это просто белые скалы. Не, ну вон рисует. Да нет. Да. Ну ты знаешь, я читал про известняк. Есть еще мраморизованный известняк, блин. Черт его знает, может это из той же оперы. Смотри, сейчас кто-нибудь тебя там схватит сзади. Что там за камера, покажи. Смотри, что. Дерево скалу порушило. Нам предстоит спуститься на дно каньона, по которому протекает река Большая Хоста. Местами спуск будет довольно крутым, и там нужно быть особо внимательным. А всего спускаться придется на 150 метров. Это высота 50-этажного дома. Весь маршрут проходит в окружении густых джунглей. Из-за обилия растительности вокруг царит постоянный полумрак. Многие из этих растений являются реликтовыми, растущими здесь еще со времен возникновения каньона. А образовался он в результате разлома земной коры в юрском периоде, 140 миллионов лет назад, в эпоху, когда здесь еще бродили динозавры. Что это такое ты нашла? Лимонник? Лиана какая-то. Я бы не советовал эти лианы трогать руками лишний раз. Из них иногда ядовитые попадаются. Ну хорошо то, что эти урны везде поставили. Ну да, облагорожено.
каньона налево от спуска ведет тропа, по которой мы еще прошли метров 200. Тропа заканчивается возле купалин с чистой бирюзовой водой. Дальше дороги нет. Обратно мы не стали подниматься по лестнице, а отправились направо по тропе вдоль реки. Длина тропы чуть больше километра. На ней везде есть метки, поэтому заблудиться не получится. Переходы через реку везде оборудованы мостиками, а красивых видов и мест здесь еще больше. Лягушка? А я ящерку нашла.